Никто бы не догадался, что за спокойной улыбкой Тэхёна и его элегантной походкой на показе Vogue World Ля 2025 скрывается история, которая ошеломила всю индустрию развлечений. Источники сообщают, что сам Бан Ши-хёк вмешался, увидев это потрясающее выступление. Но вопрос в том, что же на самом деле произошло за кулисами. Под прицелом камер и шепотом мировых модных деятелей имя Тэхёна теперь больше, чем просто айдол, он стал символом влияния, которое не выносит даже основатель HYBE. В тот вечер, среди ослепительного света и пристальных взглядов тысяч людей, Тэхён спокойно шествовал в классическом сером костюме, в котором время, казалось, остановилось. Каждое его движение было словно ожившая картина. Ему не нужно было говорить, чтобы очаровать мир, ведь его аура говорила громче слов. Фотографы затаили дыхание, а мировые модные СМИ наперебой писали об одном имени – Ким Тэхён. Однако именно то, что произошло после этого события, стало предметом обсуждения в индустрии. Бан Ши-хёк, основатель HYBE, как сообщается, лично отправил Тэхёну хвалебное послание. Это был не просто знак признательности, это было признание того, что артист вышел за рамки образа К-поп и вошел в сферу мировой высокой моды. «Ты больше не звезда К-поп», — гласили слухи, «ты мировая икона». А всего несколько дней спустя камеры запечатлели другой момент — возвращение Тэхёна в Корею. Все было просто, без излишней роскоши, лишь теплая куртка и легкая улыбка под маской. Но его прибытие в аэропорт, казалось, вызвало новую волну, тысячи ожидающих фанатов, пристальное внимание СМИ и за всем этим тихое послание от Бан Ши-хёка, который готовил что-то грандиозное. Было ли это начало нового международного сотрудничества? Или, может быть, секретный проект, который одновременно встряхнет мир музыки и моды? Одно было ясно, каждый шаг Тэхёна теперь был не просто путешествием артиста, а новой главой в истории HYBE и мирового мира развлечений. Пока мир все еще бурлил вокруг потрясающего появления Тэхёна на Vogue World Ля, Бан Ши-хёк, как сообщается, созвал креативную команду HYBE на экстренное совещание. Никто точно не знает, что обсуждалось, но в СМИ просочилась одна информация – имя Тэхён было главной темой обсуждения. Несколько источников сообщают, что продюсер Бан считал Vogue World поворотным моментом, который определит будущее HYBE во всем мире. Он видел нечто большее, чем просто популярность, нечто культовое и вневременное. Видение, которое могло бы объединить музыку, моду и искусство в одном человеке – Ким Тэхёне. И с этого момента в интернете начали распространяться предположения о новом проекте. Пользователи сети задавались вопросом, может ли это означать начало новой эры для HYBE с V из BTS? Некоторые фанаты заметили небольшую деталь в аэропортном стиле Тэхёна по возвращении в Корею. Сообщается, что черная сумка, которую он нес, была не просто аксессуаром, а эксклюзивным подарком от европейского люксового бренда, недавно заключившего партнерство с HYBE. Модные аналитики считают, что это не совпадение. Тэхён известен тем, что тщательно подбирает каждую деталь своего образа, и на этот раз его визуальный посыл был ясен, элегантный, уравновешенный, но при этом наполненный смыслом. Говорят, что Бан Ши-хёк очень гордится тем, как он вывел корейскую идентичность на мировую арену, не теряя при этом своей аутентичности. Именно поэтому каждое появление Тэхёна теперь рассматривается как тонкая стратегия, а не просто публичный момент. Он больше не просто представитель артиста, а лицо новой философии HYBE – искусство встречает наследие. Тем временем различные международные СМИ начали связывать мероприятие Vogue World со все более смелым проникновением корейской индустрии развлечений в мир моды. Однако роль Тэхёна считается наиболее значимой. Он присутствовал не только как почетный гость, но и как законодатель моды, открывший миру К-поп в новом измерении. Сообщается, что сам Бан Ши-хёк вдохновился на расширение HYBE в мир моды с помощью художественного подхода. Не только сотрудничество с лейблом, но и создание глобального повествования о культуре и классе. И кто же находится в центре этого повествования? Конечно же, Тэхён, человек со спокойной харизмой, потрясший мир. Он стал олицетворением баланса между восточной культурой и элегантным западным стилем.
Другие сообщения предполагают, что после возвращения Тэхёна Бан Ши-хёк организовал личную встречу, чтобы обсудить потенциальное межотраслевое сотрудничество. Сообщается, что несколько брендов высокого класса связались с HYBE, заинтересованные в создании глобальных компаний с фирменным стилем Тэхёна. Не только из-за его популярности, но и из-за того, как он излучает уравновешенность, глубину и классическую ауру, которую сложно воспроизвести. Аура, благодаря которой мир моды видит в нем не просто знаменитость, а ходячий шедевр. Во время встречи, как сообщается, Бан Пиди улыбнулся и произнес всего одну простую фразу. «Он не просто наша звезда, он наше наследие». Эта фраза с тех пор стала вирусной среди поклонников и СМИ. Теперь публика с нетерпением ждет следующего важного шуга Бан Ши-хёка и Тэхёна. Завершится ли он крупным сотрудничеством между HYBE и мировым модным домом? Или, может быть, дебютом Тэхёна в качестве официального амбассадора легендарного бренда, который изменит историю корейской моды? Несомненно, каждое фото, каждый шаг и каждый образ Тэхёна приобретают глубокий смысл. Он не просто идет, он создает наследие. Путешествие, в котором Бан Ши-хёк – архитектор за кулисами, а Тэхён – лицо вечной красоты. Мир ждет, и впервые история пишется именем Ким Тэхёна. Дни после возвращения Тэхёна ощущаются по-другому. Корейские СМИ продолжают пристально следить за каждым его шагом, в то время как международные форумы полны домыслов. Не означает ли это, что HYBE готовит нечто большее, чем просто музыкальный проект? Бан Ши-хёк был замечен на нескольких закрытых встречах в Сеуле, и некоторые аналитики предполагали, что в них участвовали представители мира моды и кино. Ходили слухи, что Тэхён станет главным лицом глобального проекта, объединяющего изобразительное искусство, музыку и моду. Концепция, которую никогда ранее не реализовывал ни один корейский артист. Примечательно, что, как сообщается, Бан Ши-хёк дал своей команде всего одну инструкцию: «Мы делаем проект не для сегодняшнего дня, а для истории». Эти слова разнеслись по всему миру развлечений, ознаменовав начало чего-то необычного. Тэхён, казалось, молча понимал, какое грандиозное направление ему уготовано. Ему не нужно было много говорить, каждое его движение перед камерой было размеренным и символичным. Его улыбка была мягкой, шаги спокойными, но аура, которую он излучал, была настолько мощной, что влияла на всю атмосферу вокруг него. Некоторые стилисты даже говорили, что Тэхён обладал кинематографической энергетикой, благодаря которой каждое выступление казалось сценой из классического фильма. Бан Ши-хёк, известный своей редкой демонстрацией эмоций, как сообщается, довольно улыбался, наблюдая за происходящим на большом экране в своем офисе. «Смотрите», – тихо сказал он, – «это искусство, а не стратегия». Эти слова подтвердили, что для Бана Пиди Тэхён был не просто активом компании, а делом всей жизни. Пока мир был заворожен его фигурой, несколько крупных европейских модных изданий начали писать специальные статьи о Vogue World Moment. Они назвали Тэхёна «спокойной бурей моды», бурей, которая пришла беззвучно, но изменила все. Также сообщалось, что Бан Ши-хёк изучает возможность стратегического партнерства с журналами и дизайнерами, участвующими в мероприятии. Его цель была проста – вывести HYBE на новый уровень, превратив его из просто музыкального лейбла в глобальный креативный дом. И кто лучше Тэхёна мог стать лицом столь амбициозного проекта? Артист, способный объединить элегантность, философию и культурную мощь в одном лице. В ту ночь мир осознал, это не просто мода, это эволюция. Посреди всех этих домыслов фанаты ARMY продолжали следить за каждым шагом Тэхёна. Они обнаружили, что его расписание стало гораздо более скрытным, но каждое появление на сцене имело определенный узор, словно кусочки пазла постепенно складывались в более целостную картину. Говорили, что Бан Ши-хёк намеренно поддерживал этот ритм, чтобы создать элегантную тайну, коммуникационную стратегию, которая держала публику в напряжении. Каждый пост, каждое появление в аэропорту – все казалось продуманным до мельчайших деталей. Мир начал понимать, что Тэхён находится в переходном периоде не только как певец, но и как мировая культурная икона. И за всем этим молчаливо трудилась холодная рука Бан Ши-хёка. Он знал, что шедевры никогда не создаются в спешке.
Сейчас, когда слухи о глобальном сотрудничестве усиливаются, ясно одно – Тэхён и Бан Ши-хёк больше, чем просто художник и продюсер. Они – две стороны одного видения, создания корейского культурного наследия, которое будет жить из поколения в поколение. От Вокворд Ля до его возвращения в аэропорту Инчхон все это кажется главами одной большой, незаконченной истории. Мир, возможно, еще не знает, что будет дальше, но одно можно сказать наверняка. Каждое решение Бан Ши-хёка теперь вращается вокруг имени Тэхёна. Потому что в его глазах Тэхён больше, чем просто звезда. Он история, которая пишется медленно, но вечными чернилами. И эта история только начинается.